Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Утренний обзор. Давайте рассмотрим текущие новости, текущую ситуацию на рынке и какие движения сегодня предполагаются, ожидаются. Так, вышли данные по Японии. Не сказать, что Япония на нас оказывает большое воздействие и, скажем так, она для нас важна. Тем не менее, тренд вполне налицо, снижение расходов домохозяйств как в годовом выражении, так и месяц к месяцу. Причем достаточно тревожные, потому что побиты не только прогнозы, но и предыдущие значения. Так, из того, что важно, сегодня, чуть попозже, сейчас объем промпроизводства Германии и далее средняя почасовая зарплата в Соединенных Штатах. И в 15:30 закрепление данных по рынку труда Соединенных Штатов, изменение числа занятых в несельхозсекторе. Ну и доля экономически активного населения. И также уровень безработицы. То есть вот эти все факторы, которые по рынку труда Соединенных Штатов сегодня выходят, они позволят уже окончательно оценить ситуацию, что на самом деле творится. Пока достаточно позитивные данные, которые вышли в четверг, о том, что первичные заявки падают. Но здесь получается палка о двух концах. С одной стороны, если рынок восстанавливается, это хорошо для экономики. С другой стороны, на сентябрьском заседании ФРС могут уже всерьез заговорить либо о снижении скупки облигаций, либо о увеличении процентных ставок. Соответственно, здесь поэтому надо будет очень досконально наблюдать за реакцией управляющих ФРС, что они будут говорить, что они будут озвучивать, потому как каждое их слово в последнее время оно очень чувствительно для рынков. Вроде бы все хорошо, на хаях, никаких негативных изменений, сокращений пока что не идет. Да, есть определенные сложности с коронавирусом, так называемая третья волна, рост новых случаев. Но тем не менее, по поступающим данным из развитых стран, из тех же Соединенных Штатов, на фоне того, что достаточно большой процент вакцинирования, тяжесть заболевания очень невелика у тех, кто вакцинировался, или тех, кто переболел. Так, но сегодня очень интересные данные. Сегодня выйдет статистика по активным нефтяным вышкам в Соединенных Штатах. То есть здесь уже с высокой степенью вероятности можно будет понять, что с нефтью происходит, грядет ли откат из-за того, что пресыщение локальной нефтью наступило. И, соответственно, исходя из этого, мы поймем, что ожидает движение нефтяных цен на следующей неделе. Но, судя с технической точки зрения, то, что творится с нефтью, это похоже на консолидацию на хаях, которая предшествует снижению или даже обвалу. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Китайский рынок, Шанхай Композит, точнее, прошу прощения, China Stock Index 300. Здесь сегодня небольшое снижение идет. И тем не менее, все равно 5000 он не пробивает, не закрывается в консолидационном диапазоне. Не очень хорошо, не очень хорошо. Но с другой стороны, получается то, что происходит в экономике Китая, а там не все очень гладко. Фактически здесь у нас получается идет отражение китайской экономики, что она начинает обороты терять, но даже с некоторым опережением и, скажем так, по-хорошему, если в экономике дела идут не очень хорошо, временной лаг должен быть 6 месяцев. Фондовый рынок обычно опережал на 6 месяцев. Но здесь, с учетом количества денежной массы, все эти закономерности немножко исказились, и поэтому де-факто мы видим, что фондовый индекс Китая показывает охлаждение экономики, но идет он не с таким уж большим опережением. Так, друзья, далее NASDAQ Композит США. Вчера он показал исторический максимум. Сегодня, если не будет никакого трэша, то, наверное, где-то в этом диапазоне мы и закроемся. 14750 и, соответственно, максимальное значение 14900. Я так думаю, где-то в этом диапазоне движение будет. Единственный какой момент, как он отреагирует на данные по рынку труда Соединенных Штатов. Здесь достаточно противоречивая ситуация, потому что по логике вещей, если нет восстановления рынка труда,
то, соответственно, в большей степени либо удаленная занятость, либо в этом же случае большая востребованность того, что связано с различными удаленными услугами. И поэтому здесь у NASDAQ ситуация вполне может быть парадоксальной на данной по рынку труда. Но с другой стороны, конец недели и по-любому прибыль, я думаю, будут фиксировать какой-то откат, пусть небольшой, а в идеале, конечно, бы сюда, но сюда без весомых причин не будет. Поэтому я предполагаю где-то движение вот в этом консолидационном диапазоне. Так, друзья, далее SFD на американский фьючерс S&P. Но здесь тоже происходит консолидация на хаях. Но, как мы с вами видим, уже подошли к некой логической точке, которую никак пробить не получается. Это 4430. И в связи с тем, что пятница, ну, я думаю, если там не выйдут супер-пупер данные по рынку труда, то должен быть коррекционный откат хотя бы вот куда-то сюда, к этому значению. Так, друзья, далее нефть. По нефти, ну, здесь ситуация указывает на то, что все-таки растущий тренд, он сломан. И на текущий момент вопроса только два. Либо здесь продолжение консолидации, либо пойдет движение вниз. Потому что, ну, здесь очевидно, что и с технической точки зрения, и с того, что начали буксовать новые активные вышки у американских нефтяников, соответственно, это все указывает на то, что либо консолидация, либо продолжение просадки. Я пока думаю, все-таки здесь должна быть консолидация, мы еще должны в этом диапазоне поторговаться. Ну а дальше сентябрь, там период ураганов, все возможно. Так, ну вот часовой таймфрейм. На текущий момент то мое видение, которое я вчера в Telegram опубликовал, оно остается в силе. И при закреплении вот в этом диапазоне должно быть движение в район 72,5. Там дальше посмотрим, какая будет раскладка. Вот, соответственно, здесь сейчас на текущий момент критерий того, что сегодня вот это движение произойдет, это то, что не будет коррекционного отката с пробитием 70,9 по бренду. Это часовой таймфрейм. Так, далее индекс доллара. Индекс доллара отказался падать. И, соответственно, сейчас он пытается вернуться к тому значению, которое не так давно он оставил. Это 92,9. Вот здесь очень интересная ситуация, как закрыта будет неделя, поскольку движение на снижение индекса доллара, оно развития не получило. Поэтому здесь принципиальный момент сегодня закрытие выше 92.37, 92,4. Если такое происходит, то, наверное, уже во вторник, может быть в понедельник будет движение в район 92.85. Так, друзья, далее золото возьмем сейчас SFD для разнообразия. По золоту идет просадка, золото напугали. С одной стороны заявлениями о том, что золото будет сходить с арены как Safe Haven, то есть в котором все будут прятаться. С другой стороны, вроде как хорошие данные по рынку труда выходят. Ну и все это дело, оно немножко надломило. Но обращаю внимание, что то видение, которое было, исходя из данных SOT FTSE, вот это движение его сделали. Сейчас речь идет о том, золото удержит ли сегодня диапазон 1792-1800. Если этот диапазон не будет пробит, то это хорошо. Тогда, значит, на следующей неделе после набора позы весьма вероятно отскок и рост золота может продолжиться. Что касается сегодня, здесь сейчас назрел отскок. Цель этого отскока, ну, хотя бы закрепиться в районе 1807, а в идеале сходить на 1811-1812. Отскок не получится, если будет повторное пробитие 1797. Если такое происходит, то весьма вероятно мы сегодня уходим торговаться и консолидироваться в районе 1792. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, здесь какое бодрое движение пошло на рост доллара. Если на часовик переходить, здесь вообще выходят чудеса на виражах, открылись у нижней границы, дальше, ну, вот весь этот диапазон его в моменте сделали. Сейчас в ближайшие часы будет решаться вопрос, закрепится, не закрепится выше 73.15. Если такого закрепления не произойдет, то отсюда пойдет консолидация, движение в диапазоне 72.9, 73.15. Соответственно,
в этом диапазоне мы и будем торговаться.